канале Шить Легко. И сегодня наш мастер-класс посвящен построению худи оверсайз. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Худи оверсайз зимой это незаменимая вещь. Оверсайз, он же тоже разный бывает. Какую прибавку нам взять? Я вот на свой худи взяла прибавку к 1,4 5 сантиметров. То есть на свободу облегания по кругу это 20 сантиметров. И кажется, казалось бы, что это много. Но мы шьем худи из футера 3 нитки с начесом. Получается материал очень плотный. И эти 20 сантиметров, вы увидите на мне, 20 сантиметров на свободу облегания, они выглядят абсолютно нормально. Почему я акцентирую свое внимание на том, что мы шьем из футера 3 нитки? Дело в том, что если взять меньше прибавку, получится облепыш. Или это уже не будет оверсайз. И смотреться это будет не так модно, не так гармонично, как должен смотреться худи. Выкройка простая, строится она элементарно. Самое главное, как я уже как-то говорила, научиться строить прямой угол. Построение простое и легкое. Вам нужно измерить несколько мерок, которые должны быть обязательно. Самая наша основная мерка – обхват груди. Чем хорошо это построение? Это расчетный метод. Расчетный метод, он работает. Работает на, допустим, мы же не строим базовую основу, мы строим изделие оверсайз из трикотажа. И расчетный метод великолепно с этим справляется. То есть даже если вы начинающая рукодельница, которая хочет шить свой первый худи, внимательно посмотрев мой мастер-класс, я думаю, что у вас с легкостью это получится. О прибавках. Прибавки от 5 до 9 сантиметров я озвучиваю в видео. Почему? Я знаю, что сейчас модно и молодые девушки очень любят худи большого объема. Это тоже нормально. 5 сантиметров, это всегда нужно понимать. 5 сантиметров это 20 сантиметров на полный объем. Это свобода облегания. Но, девочки, посмотрите, логично ли будет смотреться, если вы возьмете почти 40 сантиметров на свободу облегания. Это волен выбирать себе каждый, ну вот по своему видению. Вот, построение простое и легкое. Худи у нас, вот вы видите за моей спиной. Худи шьется просто и легко. Здесь спущенное плечо, но спущенное плечо непонятно насколько. В среднем на 10 сантиметров. Обрабатывала я худи манжетами из основной ткани, потому что к таким сложным оттенкам тяжело подобрать подвязы. Манжет по рукаву я взяла 8 сантиметров, вот у меня в готовом виде. По низу 6 сантиметров. Но это вы вольны, экспериментируйте, находите свою ширину манжета. Любая будет правильно. Единственное, что нелогично будет смотреться на плотной такой толстом футере очень маленький манжет. Капюшон, очень удобный капюшон. Капюшон у нас двойной. Так как мой футер очень имеет большую вот толщину сам по себе, вот он плотный и толстый, я решила не делать капюшон двойной из основной ткани, из футера. Внутрь я вставила кулирку светлее, специально для того, чтобы оттенить лицо. Но вы можете поступать так, как вам, вот как вы видите это. Единственное, что мое наблюдение, если мы делаем из очень толстой, тяжелой ткани двойной капюшон, надо подумать о том, чтобы он потом по своей тяжести не оттягивался назад и не тянул нам горловину. А так все просто и легко. Вот такой худи у меня получился. Уютный, теплый. Я знаю, что, девочки, если каждая из вас построит такой худи, и у вас получится, давайте будем утепляться. Для построения выкройки нашего худи нам потребуется немного мерок. Но вот с чего я начинаю? Я складываю лист бумаги вдвое, потому что на одном чертеже мы сразу с вами начертим полочку и спинку. Переднюю половинку и заднюю половинку нашего худи. И по сгибу, вот который ближе ко мне, я откладываю 1/4 роста. В моем случае рост 164 деленное на 4 это 41. Я откладываю 41 сантиметр. Ставлю точку
Это точка 7-го шейного позвонка. От нее я откладываю 41 сантиметр. Это длина спины до талии. И следующую точку, которую я откладываю, это 65 сантиметров. 65 сантиметров – это низ моего изделия. Следующее, что мы делаем, это откладываем свои обхваты. Чертим сетку чертежа. Я взяла прибавку к 1/4 5 сантиметров, но вы можете брать от 5 до 9, смотря какой объем вы хотите создать. От 7-го шейного позвонка я провожу первую горизонталь. Это линия ростка. На ней я откладываю 1/4 своего обхвата груди, это 29 сантиметров, и плюс 5, итого 34 сантиметра. 34 и по низу 34. И замыкаем наш прямоугольник. И в этом прямоугольнике мы будем работать так легко и просто. Мы построим с вами выкройку. 34 и соединяем. Я надеюсь, что до этого момента все ясно. Обхват груди плюс прибавка. Проводим линию талии, точка 41. Линия низа в моем случае, точка 65. Следующее, что нам нужно сделать, это рассчитать высоту проймы. Так как наше изделие оверсайз, мы работаем расчетным методом, не вымеряем все до сантиметра, но мы должны знать, в каких пределах мы работаем. Наши основные точки. Высота проймы. Вот полуобхват груди в моем случае это 58 сантиметров. Делим на 3. 19, там 19,3, но я округляю до 19. Если бы я строила базовую пройму, это было бы в моем случае 24 сантиметра. Полуобхват груди, деленное на 3 плюс 5, 24. Но так как мы работаем с изделием оверсайз, и прибавку я взяла к 1/4 5 сантиметров на свободу облегания, то 5 сантиметров я беру прибавку и к высоте проймы. То есть в моем случае это получается 24 плюс 5, 29 сантиметров. И от точки 7 по сгибу я откладываю 29 сантиметров. Называемая точка 29. И проводим еще одну горизонталь. И эта горизонталь у нас низ нашей проймы. Теперь поднимаемся к точке 7, то есть к линии ростка, и откладываем на ней ширину горловины. Ширина горловины. Как мы ее определяем? Ну, то есть ширина нашей горловины суммарная по полочке и спинке не должна быть меньше, чем обхват нашей головы, для того, чтобы голова наша пролезла, потому что наш худи без застежки. Опять-таки, выбираем для себя, соответственно, своему размеру. Я беру вот средняя 11,5. Маленькие размеры могут взять 10,5. Но я считаю, вот 11,5 это нормально. Эта горловина небольшая и не маленькая. Теперь от точки 11,5 под прямым углом я откладываю вверх 3 сантиметра и строю росток 3 сантиметра. Маленькие размеры могут взять 2,5 сантиметра, но на таком вот изделии оверсайз я считаю 3 сантиметра это нормально. Изделие свободное, и мы можем уже прорисовать вот линию горловины. Следующая и последняя расчетка, формула, которая нам нужна, это ширина спины. Ширину спины в этом случае мы не измеряем, а рассчитываем. Это легко и просто. То есть полуобхват груди, опять-таки возвращаемся к нашим полуобхватам, делим на 3 и плюс 3. Вот в моем случае полуобхват груди 58, деленное на 3 это 19, и плюс 3 это 22. 22 сантиметра. Когда мы строим изделие свободного кроя или с цельнокроенным рукавом, как мы измеряем? Мы перекидываем сантиметровую ленту и измеряем вот до конца плеча. То есть в среднем эта мерка, вот этот расчет, который у меня получился, он не до шва, допустим, притачивания рукава, а вот до конца наших плеч. Это очень удобно. И по верхней линии, по линии ростка, от точки 7 я откладываю 22 сантиметра. Этот ориентир нам нужен обязательно. Сейчас вы поймете почему. Теперь от точки 3, от высшей точки ростка, через точку 22 в моем случае, мы проводим, соединяем эти точки, мы проводим прямую линию. Вот так. И на ней я откладываю
длину желаемого спущенного плеча. В моем случае это вот 11 сантиметров. Ну, в среднем это 22 сантиметра. Вот, не в среднем, а точно, это 22 сантиметра у меня от высшей точки ростка. И вниз под прямым углом хотя бы сантиметр. Обязательно мы заканчиваем плечевой срез прямым углом. Теперь получившуюся нашу вот линию от линии плеча до линии низа проймы мы делим, измеряем и делим пополам. 26 сантиметров, 13 сантиметров пополам. И от линии 29, от низа проймы, я откладываю 13 сантиметров и провожу вспомогательную вот горизонталь, перпендикуляр от сгиба. Построение простое, несложное, но вот как вы видели, худи сидит хорошо. Для этого нам не нужно ни базовая основа, ни какие-то размоделирования и тому подобное. Взяли и сделали. И что нам осталось сделать? По линии 29, по низу нашей проймы, я откладываю 2,5 сантиметра. Пройма у нас здесь щелевидная, очень комфортная. 2,5 сантиметра. И теперь плавной линией мы должны соединить точку конца плеча, середину, вот 1/2, и точку 2,5. Для ориентира вот от нашей крайней линии или боковой линии бока я откладываю вглубь чертежа 3 сантиметра. Это можно все сделать, конечно, на глаз, но для наглядности я откладываю вот 3 сантиметра. И теперь мы соединяем точки. Точка 22 штрих, потому что точка 22 у меня это ширина спины. От нее под прямым углом к точке 3, вот немножко скругленная линия. Не нужно ее делать вот такой обрубленной, прямой. И теперь 2,5 и середину. Вот такая вот славная пройма у нас получилась. Сейчас я обведу это все черным маркером для того, чтобы было более наглядно. Спинку мы с вами построили, и теперь на этом же чертеже мы вносим изменения для построения полочки. От высшей точки ростка проводим прямую линию к середине. Начертили вспомогательную линию и от нее откладываем глубину своей горловины. В моем случае ширина у меня 11,5, а глубина 10,5. Строим биссектрису, то есть делим угол пополам. На ней я откладываю 4 сантиметра в среднем и рисую красивую горловину. Какие изменения нам нужно еще внести по передней части нашего худи? Можно оставить и так, но для девочек, у которых большой бюст, как у меня, например, или животик, что нам нужно сделать? Обязательно мы снимаем еще контрольную мерку обхвата бедра. Вот я, допустим, у меня обхват груди и обхват бедер абсолютно одинаковый. Девочки, у которых обхват бедер больше, и причем существенно больше, должны обязательно снять мерку и проверить вот с прибавкой, входят ли бедра. Худи не должен быть чересчур в районе бедер облегающий. Это не значит, что он должен болтаться на нас как колокол. Но все же, если вы видите, что у вас вплотную по линии низа вот построенная наша линия, дайте еще немножко прибавку, там пару сантиметров, и вы видите от низа проймы новую линию бока. Но если вы видите, что прибавки вам достаточно, оставляйте так. Вносим корректировку по линии низа для больших размеров, для того, чтобы худи наш сидел на нас идеально. От линии низа я откладываю 2-2,5 сантиметра. Вот я откладываю 2,5 сантиметра. Ставлю точку, делим линию низа на 3 части, ну примерно на 3 части. Здесь мы до сантиметра не вымеряем, но вот допустим я от боковой линии там откладываю 10 сантиметров как ориентир. Для чего мы строим вот такую линию? Мы рисуем ее для того, чтобы у нас вот грудь большая, когда, чтобы у нас не задиралась полочка. Визуально мы эту линию сначала по прямой, вот допустим 2,5 и 2,5. И эту часть мы соединяем по прямой.
И к линии бока, вот мы к линии бока выходим на чертеже. Эту линию видно, но когда мы по низу добавим манжет, который у нас идет по худи, вот эти 2,5 сантиметра, они не будут видны по линии низа, они уйдут у нас вот сюда, в объем, который нам необходим. Если вы девушка стройная и худенькая, безусловно, это делать не нужно. И так все будет сидеть идеально. Изделие у нас свободного кроя. Трикотаж все равно под своей тяжестью немного провиснет. Что нам нужно еще сделать? Когда чертеж наш закончен, полочка и спинка у нас отработаны, мы должны измерить горловину по спинке, горловину по полочке и обязательно нашу пройму. Это нам нужно для построения капюшона и для построения рукава. Для построения простейшее, так как у нас в худи щелевидная пройма, то есть и рукав у нас тоже типа рубашечного типа. Здесь мы не высчитываем высоту оката рукава. Для всех размеров высота оката рукава 10 сантиметров. И что нам нужно? Я сложила лист бумаги, опять-таки же вдвое. Это у меня сгиб ближе ко мне. По горизонтали я отложила, вот начертила линию. Эта линия вспомогательная. Откладываю 10 сантиметров на высоту оката рукава и провожу еще одну линию. Вот горизонтальные линии параллельно друг другу. 55 сантиметров это длина моего рукава, то есть это низ рукава. Мы измеряли, должны были измерить длину нашей проймы. У меня это 26,5 сантиметров. И эти 26,5 сантиметров я откладываю от верхней точки на нижнюю горизонталь. И соединяем прямой линией. Делим эту линию примерно на 3 части. И от верхнего деления поднимаемся на 1,5 сантиметра. И по лекалу или от руки соединяем эти точки. Через точку 0, точка 1,5, точка 26,5. Измеряем окат рукава, который у нас получился. 26,5 сантиметров. Отлично. И что нам осталось сделать? Оформить низ рукава. Низ рукава мы оформляем. Берем сантиметровую ленту и измеряем. Уже со свободы, вот сколько бы нам хотелось, потому что у нас же рукав внизу собирается на манжет. В моем случае, ну вот сколько? Ну, смотрю, вот так достаточно мне. Это там 30 сантиметров, пусть будет 30. 30 это нормально. То есть половина это 15. И я откладываю 15 сантиметров по линии низа. По линии низа нашего рукава. 15 сантиметров точка. И соединяем прямой линией. Рукав построен. Построение капюшона. Построение капюшона, девочки, у нас элементарное, простое. Мы должны были измерить горловину спинки и полочки. По спинке у меня 12,5. Ширина горловины по полочке это половина. Помним. 17,5. Для такого построения по 0,5 я обязательно убираю. Потому что мы строим лекальные линии. Для того, чтобы у нас не было излишка. И остается 12 плюс 17, 29 сантиметров. Нам нужна эта цифра. И еще нам обязательно нужно перекинуть сантиметровую ленту через макушку до еремной впадины. Для того, чтобы узнать высоту своего капюшона. В моем случае вот половина это 38. И теперь, так как я считаю, что каждый волен выбирать высоту капюшона, ту, которая ему нравится. Но для теплого худи я не думаю, что он должен быть вот очень большой, расхлябанный такой. Это тепла нам не добавит. Я строю прямой угол. Просто вот прямой угол. От нижней точки, назовем ее точкой я откладываю вверх высоту своего капюшона вот 38 плюс 2, 40 сантиметров. И ставлю первую точку. От точки вверх я откладываю 7 сантиметров. Что это за 7 сантиметров? 7 сантиметров это разница между горловиной спинки и горловиной полочки. В моем случае 7 сантиметров. И провожу еще одну горизонтальную линию.
Вот у нас две параллельные линии. Бумагу неровно отрезала. И 29 сантиметров это суммарное значение для половины длины горловины по спинке и по полочке. И от точки Я на верхнюю линию я откладываю 29 сантиметров. Вот пересеклась 29. И соединяю точку Я и точку 29 в моем случае. Теперь я откладываю вот от нижней горизонтали отрезок 17 сантиметров. 17 сантиметров измеряем. И вот 12 сантиметров это у меня для полочки, для передней половинки. И эта часть для спинки. Каждый из этих отрезков мы делим пополам. И под прямым углом от нижнего отрезка я откладываю 1 сантиметр. То, что у нас идет к спинке, под прямым углом полсантиметра вверх. 1 сантиметр, полсантиметра. И красивой лекальной линией мы соединяем по передней части. Так скажем, горловину мы построили капюшона. Это у нас лицевая часть. И строим макушечную часть. То есть, что мы делаем? Достраиваем свой прямоугольник. Делим верхнюю линию пополам. Вот в моем случае это почти 29 сантиметров. Ну вот где-то 15. Если я отложила 15 сантиметров здесь, по вертикали я откладываю тоже в среднем 15 сантиметров. Вот так. 15 и 15. Ничего сложного в этом нет. Для того, чтобы наш капюшон не был плоский, можно на пару сантиметров, вот 2,5 сантиметра я беру и выхожу за эту линию, вот за линию нашей макушки. Для того, чтобы капюшон более хорошо прилегал к голове, от верхней точки я откладываю 2 сантиметра. По прямой соединяю вот точку 2 с точкой 15. То же самое делаю пока от точки, так скажем, 7-го шейного позвонка соединяю по прямой к точке 2. Строим биссектрису, ну вот примерно 4 сантиметра. Используем свою руку как циркуль. Здесь никаких правил особых нет. Линия должна нам нравиться. Капюшон не должен чересчур быть в этой части выгнут, потому что форма получится не очень красивая. Но тут мы сами художники. Как мы видим эту линию? Если нам тяжело представить форму капюшона и не хочется заморачиваться, всегда можно взять уже готовое изделие, капюшон, который вам нравится на трикотаже, и посмотреть на форму. Можно оставить капюшон так, как есть, можно вот этот участок поделить пополам и на 2,5 сантиметра уйти вглубь. То есть сделать более красивую эту линию, более плавную. Я так и делаю. 2,5 сантиметра. Видела я ее так и нарисовала я ее так. Капюшон можно оставить в таком виде. Можно размоделировать, то есть добавить среднюю часть. Можно сделать небольшой нахлест. Здесь все по вашему желанию. И вот такой классный капюшон у нас получился. Я вырезала детали полочки и спинки отдельно, провела линии контрольные. И хотела бы показать вам выкройку вот отдельно. Это передняя половинка нашего худи. Это спинка и рукав. И отдельно я бы хотела уделить внимание больше капюшону. Капюшон может быть разный. Здесь каждый вольно выбирать и как высоту, так и ширину, и объем капюшона. Этот капюшон, я считаю, очень неплох, но его тоже можно размоделировать, сделать среднюю часть. И больше сделать нахлест, это по вашему желанию. Но объем капюшона такой он аккуратный, не расхлябанный и имеет хорошую форму. Теперь хотела бы еще остановиться, больше уделить внимание выкройке рукава. Строим мы ее со сгибом, и вот она в развороте. Окат 10 сантиметров, небольшой. Почему? Кажется очень широкий рукав. Но так как у нас щелевидная пройма, такой рукав идеально подойдет для нашего худи.
Даже новичок справится с втачиванием такого рукава. Нам нужно отметить обязательно контрольную метку середины рукава, поставить контрольную метку посередине. Вот я поставила ее на уровне 13 сантиметров, и он идеально подходит. Это рукав беспосадочный, то есть он идеально подходит к этой выкройке. Понижение 2,5 сантиметра по полочке. Его в готовом изделии не видно, но оно дает, это понижение дает нам большую свободу объема в районе груди, которая очень необходима, я считаю, для крупных девушек. Выкройка простая, несложная, садится она хорошо. Здесь самое главное требование — научиться строить прямой угол. Я закончила пошив своего худи. Теплый, уютный и очень классный. И вам, девочки, тоже желаю вашего шикарного худи. Но каждому худи нужны обязательно штанишки. Смотрите мой мастер-класс по построению базовой основы штанишек по 3 меркам. Утепляйтесь, будьте красивыми.